История длиною в 18 лет. Это мой первый Asus ROG, Asus ROG, как его называют, и ему 18 лет. И как видите, он сейчас до сих пор работает. Да, у него петли уже ослаблены, многих запчастей не хватает, но он до сих пор тянет какие-то игры. Самое интересное, он на одноядерном процессоре, на AMD Turion 64, MK36, 3 гигабайта оперативной памяти. Смотрите, здесь вот вам характеристики заснимали людям. Здесь AT Radeon Mobility 2600 видеокарта. Здесь ничего примечательного. А это мой текущий Asus ROG Zephyrus. Посмотрите на характеристики. То есть это мой ноутбук, на который я делал обзор. Кстати, смотрите. 64 гига, 5080 RTX, Intel Core Ultra 9 275HX. Все это у нас на вот таком вот чипсете G615. И это реально, ну вот прям ракета. Я вам объясню, я его использую просто каждый день для работы, для монтажа, для игр. При этом он тянет абсолютно любые игры. А этот до сих пор тянет абсолютно любые игры, которые были не просто в 2008 году, а которые перешагнули, скажем так, даже 2010-2012 годы. Потому что мы на нем играли даже в Shadow of Chernobyl, в Stalker, да, там кое-какие гоночки. В общем, давайте, сейчас это вот у нас небольшой экскурс в историю. Я делал уже вам обзор своих раритетных ноутбуков, которые у меня когда-то были. Да, там был и Dell старючий, и Apple Macintosh, на котором реально можно было поиграть, которых игры тянет лучше, чем текущие Apple. PowerBook, кстати, да, PowerPC. А это у нас действительно очень-очень классная имбовая машина. Смотрите. Давайте ближе покажу. Конечно, на нем батарейка уже умерла. Показывай ближе. Он очень затасканный. Это, хотя здесь написано G2SV модель, G2S это были интеловые. Как он очутился G2SV с таким вот процессором, честно говоря, вам не скажу. Но это вообще-то G2K было. Именно на таком процессе. И были также на него Intel процессы, и Core 2 Duo, не помню, по-моему, T9320, но в общем-то там была проблема с массовым отвалом чипов. А вот на AMD версии, там были, кстати, два ядра, а на AMD версии было как раз все нормально. Мы видим, что у нас есть доступ к дискам, к памяти, к обслуживанию. Здесь все как бы чинно-благородно на тот момент было, и он был на тот момент рекордно 120-ваттный, на секундочку, в 2008 году. Что у нас по интерфейсам? Все рабочее до сих пор. Есть HDMI, смотрите, VGA, есть даже S-Video, да, кенсингтонский замочек, eSATA. У кого был eSATA на ноутбуке, а? Есть Type-A 3 порта 2.0. Ох, он и тяжелый, твою мать, он как кирпичандр какой-то. Теперь дальше, богатые аудиоинтерфейсы. А ну давайте, кто напишет, что это за порт? А ну давайте, ну я уже спалил его, да. Короче, не спалил, а спалился, как он называется. Хорошо, давайте тогда дальше по портам. Даже есть модем встроенный. А еще здесь есть T2 тюнер. И есть даже инфракрасный порт спереди. Ух ты ж тяжелый. Да, инфракрасный порт. Для того, чтобы можно было через медиа, Windows Media переключать программы с помощью специального инфракрасного пульта. Здесь есть даже разъем для вот таких вот карт. Как их называют? P7CI. Еще достать. Ну, уже все. Все уже позакисало, поумирало. Ну давай, он должен был вылазить. Не, уже все, не хочет, ну да ладно. А вот вы видели вот этот вот дизайн, что самое интересное, колонки. Вы видели? Здесь звук, кстати, просто шикарнющий. Смотрите, стереоколонки, панель управления. Вы смотрите на вот это вот оформление. На тот, ну, у меня уже отстала здесь пластинка, да, само собой. Я не буду это все трогать, оно вот как работало, так работало. Посмотрите на этот дизайн. Это 17-дюймовый монитор на тот момент, это просто топ, еще и с камерой. То есть они на тот момент сделали мега топ продукт. Что мы сейчас сделаем? А давайте его пойдем, включим. Наверное, перед этим подпишемся, нажмем колокольчик. В описании под этим видео есть очень много интересных для вас материалов. И, кстати, обзор на вот этот вот Zephyrus. А мы включим его, и я даже покажу, как я во что-то играю. Это то, что он до сих пор работает. А знаете, суть этого видео? Asus ROG 18 лет работает. Все мои Asus ROG, которые у меня были, они работают годами. Вот почему я вот, знаете, там, многие, ты там Asus дрочер, да, там, как меня называют. Да, вот из-за вот этого.
Именно из-за вот этого. Я был макодрочером, пока на них можно было играть в игры, когда там были классные темы. Кстати, советую посмотреть мой обзорчик на мой ретро-мак. Все, ребят, переходим. Немножечко поиграем, потом сделаем выводы. Так, слушайте, ну включил, смотрите, AMD Turion 64, Mobile Technology MK36 процессор. Здесь, короче, вот этот вот процессор, я специально открыл характеристики, одно ядро, один поток, это, кстати, еще кодовое имя процессора было Richmond, чтобы вы понимали, 90-нанометровый. 2 ГГц, кэш-память L2 уровня, ну, короче, второго уровня 512 килобайт. И это сокет S1, 31 Вт TDP. Вот это да. Вообще он работал на DDR второй памяти, это был компромисс такой, когда переходили уже все на двухъядерники, а Asus тогда вот в момент зарождения своей вот выпустил вот этот компьютер. Самое интересное, что он отличался гигабитным Ethernet, на секундочку, то есть в те года, 2008 год, это там 18 лет на момент съемки видео, у него был гигабитный интернет. Но при этом сама по себе система работает достаточно шустро. У нее шустро, у нее даже Wi-Fi есть и все как бы хорошо. Мы не будем сейчас вдаваться в какую-то техничку. Мы посмотрим, что же может 18-летний комп в плане игрушек, которые тут у меня парочку остались, на нем стоят. Вот реально он очень и очень шустро работает. Здесь у меня диск на 120 гигов. Нифига себе, да, какой мощный. И если мы пойдем посмотрим AMD Turion 64, индекс производительности Винды 4, 3 гигабайта оперативной памяти. Ну, такое себе, уже осталось 3 дня до автоматической активации. Думаю, мы успеем снять. Слушайте, ну у меня записано пару игрушек. Не будем ходить в далекий ящик. Но мы с вами сыграем в Stalker. Shadow of Chernobyl. Все помнят? Оба-на! Сталкерочек. А ну давайте посмотрим в опции. 1024 на 768. Больше он, ну дает больше. Слушай, интересно, он Full HD потянет? Вот просто такой эксперимент. Применить. Эксперимент на фулке. На фулке, ну давай. Да ладно. Да ладно. Так, давайте с опытным. Слушайте, ну прям мы на фулке играем на каком-то одноядерном Турионе, да, не без пролагиваний. Ах, видите, 1080p и уже начинаются. Я играл 1024, хотя, слушайте, ну играет что-то. Что-то играет, но с мелкими лагами. Но, если поставить 1024 на 768, будет очень даже нормально работать. Слушайте, а это вообще прям прикол. Кто играл? Ну, пишите, кто играл в какой именно Сталкер. Но для меня это необычно. Вообще необычно, что ноут 18 лет. По факту, это 2008 год, это сколько лет ему? Вообще 2008 год, сейчас 26 год, 18. Ну, я прям удивлен. Я прям удивлен. У меня ничего даже нету, да? С кем я там должен поговорить, все нормально. Ну, слушайте, мы проверили, играет. Давайте выйдем что-нибудь дальше посмотрим. Винда 7, кто там вообще ностальгирует? Ну, давайте, Doom 3 у меня. Ах, эти заставки при начале игры, кто их помнит, да? Раньше их упорно никто не давал пропускать. Вот вообще там текст так текст, ты стоишь, слушаешь. О, я начал двигаться. Ой, слушайте, а прям вообще очень даже графончик на уровне где-то PS-ки. Какой? 3, да? И это прям вот интересно. Так, а куда нам тут дальше? Дядя, открывай. Я помню, я в него играл, я прям помню это все. Давайте, что значит нет цели сканирования? Давайте, я ваша цель. Давайте, стреляйте в меня. Ага, сканер готов. И что? Оба, меня посканировали. Слушайте, такие спецэффекты. Вот нету сейчас игр с душой. Да, есть, конечно, там парочку. Там Horizon Zero Dawn, тот же самый Stalker. Все остальное. Ну вот у таких вот старых вот этих игрушек, это прям, когда играешь, это... Кто ты? Я уже забыл. Робот, понятно, слава богу. Я уже думал, все. Капец, я так давно в нее играл, вообще жесть. Опа! А кто ты? Что-то опять будем разговаривать. Но сам факт того, что Doom 3, смотрите, с каким графоном можно поиграть на 18-летнем компе. Некоторым за счастье сейчас будет посидеть, поиграть в такое, да? То есть есть люди, у которых вообще ничего нет. А это еще рабочая лошадка. Интересно. Кто в такой Need for Speed играл? А ну, кто угадает? Во. Кто угадает какой-то Need for Speed? Вот кто напишет, я, конечно, сейчас скажу, когда мы доиграем, какой-то NFS, но я столько за ним часов в свое время провел. И смотрите, как это работает прикольно, ну, слушайте, мне прям графику хочется выкрутить побольше, получше, ну, в широкий экран. Давайте выключим, такой будет
Хромирование, затемнение, высокий, хороший. Все, давай, готово. А ну-ка, дисплей. Здесь ничего нет. Ну ладно, и все, поехали. Да ладно, господи, сколько ж лет этой игре. И как давно я в нее не играл. Вы поняли, у нее там даже вот стекла сыпались. Да, на тот момент физика была такая, еще машины не повреждались, но эти карты я прям помню. Это соревновательный процесс, а здесь же есть еще режим погони. Вот напишите, кто играл в какие гонки. Я помню Need for Speed Hot Pursuit, да, там потом что у нас было еще, Underground. Underground это прям, все, это One Love. После нее нормальных Need for Speed'ов не выпускали. Но прям прикольно, вообще прикольно. Ладно, вот давайте выйдем, я вам... А, нет, здесь машина повреждалась уже. Смотрите, прям повреждалась. А ну-ка, тихо. Давайте в систему выйдем. Кто угадал? А ну, давайте, барабанная дробь. Это был High Stakes. Вот так вот. А вот вы, кстати, спросите, а какая здесь видеокарта стояла? Ну, во-первых, здесь DVB-T2 есть, чтобы вы понимали. Здесь стояла AT Mobility Radeon HD 2600. На самом деле, прикиньте, на чем мы сейчас играем. Ну и Вирали 3, да? Давайте выберем машинку. О, 2-литровый полноприводной Impreza, Focus RS, Lancer. Ух ты, Lancer, ничего такое. Ксара, Citroën, Акцент, Corolla, Кордоба. Блин, Кордобу, кто помнит Кордобу вообще? Но мы на 206 поедем. Ну давай, поехали, все. Давай, начать. Слушайте, приятные такие теплые ламповые ощущения от вот такого от такого вообще компьютера. Сколько часов в свое время было потрачено. Это самое интересное, до сих пор играют вообще. Intel были не такие удачные. На Intel были отвалы чипов, с турионами все было намного проще. Они просто работают до сих пор, как вы видите. 3 гига оперативной памяти, и понятное дело, что вы на нем сейчас не запустите ничего современного. На одном ядре, ну, само собой. Ну, давайте я уже, наверное, выйду, и мы продолжим там, уже с вами закончим это все беседу и, конечно же, закончим уже обсуждение. Слушайте, ну в качестве выводов скажу, ну классная же тема, да, имбовая. Пишите мне, пожалуйста, что бы вы еще хотели увидеть на нашем канале. Хотите, покажу вам свой первый ТВ-бокс, например, или ТВ-бокс, с которого начался наш канал, и работает ли он до сих пор, а это уже ни много ни мало, 8 или 9 лет. Если интересно, пишите в комментариях, обязательно покажу, отвечу и сниму для вас очень интересный обзорчик. Так что с вами был Бабл на канале Технозон.